Приветствую всех, дамы и господа, меня зовут Крипсер, а это первый выпуск моего мини-подкаста. Подкаста о технологиях и саморазвитии. Пауза в месяц между пилотным и первым выпуском обусловлена тем, что я несколько раз переделал формат подкаста, сценарии выпусков, а также из-за некоторых личных причин. Следующие номерные выпуски будут выходить раз в 1-2 недели стабильно. Сегодня мы поговорим о системах продуктивности, какие они бывают, их популярные решения, моя личная система, а также я поделюсь своим опытом использования и планирования. А также я дам несколько рекомендаций о создании этих самых систем. Но перед этим я расскажу немного о себе, своих навыках, а также мотивах использования. Уже 4 года занимаюсь программированием, играю на гитаре, пишу различного рода статьи и посты, веду различные телеграм-каналы. 2 года назад стал интересоваться темой саморазвития, планирования и вот всей этой движухи. В прошлом году с нуля поднял свой английский до уровня C1 за 5 месяцев, подтвержденный, кстати, сертификатом IELTS. На данный момент изучаю математику, а также увлекаюсь микроконтроллерами, в частности Arduino. Все свои увлечения я успешно совмещаю с учебой в школе. Я круглый отличник, староста класса, а также лучший ученик школы по количеству оценок в этом году. Я считаю, мой опыт в планировании и тайм-менеджменте будет интересен людям. Об этом и будет первый выпуск. Итак, разделим подобные системы на два условных лагеря. Цифровые и аналоговые. То есть, мы либо используем различные программы типа Notion и Obsidian, либо же бумагу и ручку. Безусловно, их можно и нужно комбинировать для достижения наших с вами целей. Однако, каждый выбирает сам для себя удобный ему инструмент. Лично я использую в большинстве своем Bullet Journal. Блокноты в точку, либо же в клетку, расчерченные под мои нужды. Так же, как реализацию Second Brain Obsidian. Вы сейчас можете задаться вопросом, что такое Second Brain и какую роль он играет в нашей системе продуктивности. Итак, второй мозг – это комплекс инструментов для хранения информации, заметок, конспектов и так далее. Чаще всего его строят вокруг определенной программы для ведения заметок, а затем она обрастает различными плагинами и сторонними инструментами, такими как, например, Readwise – программа для захвата информации при чтении книг. Этот список ограничивается лишь вашей фантазией, ведь для каждого случая нужен отдельный инструмент. Лично я использую Obsidian с малым количеством плагинов, без особых дополнений в виде программ и виджетов. Часто люди используют более навороченный и удобный в плане визуала веб-сервис Notion. Здесь имеется заметное преимущество перед Obsidian. Вся информация находится в облаке и синхронизируется между вашими устройствами. Хотя лично для меня он оказался довольно-таки громоздким и медленным. И это даже не вопрос скорости моего интернета. Obsidian же лишен подобных недостатков в виде черепашьей работы. Ведь это фактически всего лишь продвинутый блокнот. Пишешь текст, сохраняешь его в файлы и ничего вас не ограничивает. Даже ваше собственное железо. В большинстве случаев, когда вы будете искать информацию в Obsidian, вы можете обнаружить сетки из связанных между собой заметок тегами. Это реализация одной из самых популярных систем хранения информации – Zettelkasten. Она предполагает сортировку информации не по папкам, а по тегам. Лично для меня эта система оказалась не совсем работоспособной. Свои заметки я храню в привычной древовидной структуре, где папка хранит заметки по конкретной теме и не обязана быть связана с заметками вне папки. Подобная система подходит для технических тем, где редко встречается система из какого-либо переплетения между конспектами, как, например, встречается в гуманитарных науках. По словам людей из интернета, Zettelkasten очень хорошо подходит для изучения истории и литературы. Вокруг центральной темы, например, сражения, наращиваются заметки с ключевыми событиями, героями, датами и тому подобной информацией. Если вы задумаетесь о ведении своей личной библиотеки знаний, подумайте об этом варианте. Но те две опции использования не единственные. Как и все, о чем мы будем говорить в этом подкасте, настраивается лично под каждого человека. Вы можете создать собственный распорядок хранения и категоризации заметок в вашем убежище. Что ж, перейдем к трекерам привычек. Их куча в маркетах, платных и бесплатных. Но если вам не хочется заводить еще один ярлык на рабочем столе, вы всегда можете организовать его прямо в своем убежище Obsidian. Существует множество плагинов, что помогут вам отслеживать ваши привычки в ежедневном режиме. Лично я использую для этого свой ежедневник, и сейчас я вам расскажу преимущества аналоговых планировщиков. Самый очевидный, вам не нужно для этого брать телефон в руки или же садиться за компьютер. А значит, вы не будете отвлекаться от своей работы из-за уведомления о том, что ваш друг прислал вам очередной смешной ТикТок. Кроме того, бумага подразумевает под собой огромные возможности настройки. Это же буквально белый лист.
Расчертите его как угодно, распечатайте шаблон из интернета, да хоть просто отмечайте крестиками, сколько раз вы отжались. Все это в ваших руках. В свою очередь, ведение ежедневника часто является хорошим цифровым детоксом. Его часто используют для того, чтобы избавиться от цифровой зависимости или просто дать глазам отдохнуть от экрана. Хотя в последнем случае нужно делать это правильно, дабы не увеличить зрительную нагрузку. И еще немного о методе, что может в сочетании с вышесказанными инструментами повысить вашу продуктивность. Метод помодоро – разделение временных отрезков так, чтобы при меньших затратах времени получать большую эффективность за счет концентрации и перерывов. По классике, рабочий период длится 25 минут и 5 минут отдыха между каждым периодом. Раз в 2-4 таких периода необходимо сделать длинный перерыв, длиною около получаса. Итак, подытожим. Что должна включать в себя любая уважающая себя персональная система продуктивности? Исходя из моего опыта. Трекер привычек, цели и задачи на день, неделю, спринт, месяц. Обязательно блокнот, либо же приложение для заметок. А также возьмите на вооружение какую-либо технику для планирования на короткий срок и используйте ее с вашим основным инструментом. Для простых заметок отлично подойдет приложение Smart Notes от IT Flat Apps для Android. Ссылка на приложение будет в моем телеграм-канале. Итак, на этом эпизод заканчивается. Всем спасибо за внимание. Буду рад любому отзыву о моем подкасте.